Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы будем готовить пирожные корзиночки. Для него нам понадобится 125-130 грамм муки, плюс-минус 10 грамм. У меня одно яйцо целое и один желток. 125 грамм масла, 30 грамм сахара, разрыхлитель пол чайной ложечки и пол чайной ложечки ванильного сахара. Можно все замешать вручную, но я воспользуюсь сегодня машинкой. Засыпаем мы туда муку. Я засыпаю почти всю, там оставляю буквально немножечко, чтобы потом, если понадобится, здесь грамм 5. Добавляем масло. Оно должно быть мягкое. Вот оно, мягенькое. Все сюда. Яйца, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. И еще добавим немножко, буквально щепотку соли. И включаем нашу машину. Такое тесто в результате у нас получилось. Сейчас мы его выложим на стол. Немножко муки. Вот, если тесто уже собралось в комок такой, и все хорошо. Учтите, это песочное тесто, поэтому оно очень крошится. Если вы делаете на одних желтках, например, 3 желтка, то чем больше, если на желтках одних делать, то получается тесто еще более крохкое, чем если делать на яйце. У меня вот 2 желтка, и получается как бы и белок одного яйца. Но все равно оно очень крошится. Поэтому вы это учитывайте, что оно очень-очень нежное. Все. Можно дать отдохнуть полчасика в холодильнике, а можно сразу выпекать. Я поставлю на полчасика, чтобы отдохнуло. Наше тесто уже полежало. Вот у меня есть 12 формочек. И тесто у нас весит 480 грамм. Мы должны разделить его на 12 формочек. Это примерно по 38 грамм. У меня есть весы. И мы будем примерно кусочки взвешу, а потом разделим на 12 частей. Все, и мы начинаем вот эту вот по формочке распределять. Примерно, чтобы были ровненькие бортики. Вот такие делаем. Так делаем все. Все, мы сделали все наши корзиночки. И нужно вилочкой попротыкать донышки. Потому что там разрыхлитель теста, и эти корзиночки, они поднимутся. Чтобы немножко осталось наше углубление, нужно проткнуть.
ставим в разогретую духовку 180 градусов примерно на 10-12 минут. Сейчас будем делать белковый крем. Для него нам понадобится 3 белка, у меня примерно 100 грамм, 200 грамм сахара, 65 грамм воды, лимонной кислоты примерно 1/3 чайной ложечки. Сейчас мы сделаем сироп. В сотейник высыпаем сахар и воду и ставим на огонь. Когда закипит вода в сотейнике, начнет кипеть, мы будем начинать взбивать белки наши. Белки я буду взбивать в машинке. Нужно подождать, когда закипит сиропчик. Тогда только начинать взбивать белки. Вот я поставила уже сиропчик, и он закипает. Вот такой вот огонек. Тише среднего. Вот наш закипел. И мы сейчас идем, включаем, взбивать белки. Добавляем еще щепотку соли. И включаем взбивать. Начинаем с маленьких оборотов. В сироп нужно добавить лимонную кислоту. Доводим сироп до температуры 125 градусов. Белок уже взбился. И сейчас будем понемножечку, потихонечку и тонкой струйкой выливать наш сироп. Вливайте аккуратненько вдоль стенки, чтобы не попасть на венчик. Сироп мы уже весь вылили. Теперь будем взбивать еще 4 минуты, чтобы наш крем был готов. Вот. Не падает, крепкий. Красивый. Вообще класс. Наши корзиночки уже выпеклись и уже остыли. Их можно доставать, они достаются очень легко. Просто переворачиваешь. Вот. Так достаем все. Вот сколько корзиночек у нас получилось. Сейчас будем украшать. Наполнять корзиночки можно чем угодно. У меня такой из смородины я сделала джем без косточек. И вот им я буду наполнять. Кислинка. Можно добавить, можно наполнить, например, вареной сгущенкой, любимым вареньем. Чем угодно. Я люблю, чтобы было с кислинкой. Мам, тогда я буду касать. Сейчас. Вот, это мы... Мам, это что? Желатина такая. Мама, ты такая желатина. Угу. Серединка такая. Ну вот. Так получится. Крем я переложила вот сюда. Не весь, но большую часть. И хочу, чтобы у меня вот эти были новогодние, поэтому я сделаю их елочками такими. Добавим зеленый краситель.
Ну, вот такой зеленый, нежно-зеленый цвет у нас получился. Можно добавить еще больше. Может еще и капнуть, правда. Маловато. Все, точно хватит. Чтобы не были темными сильно. В зеленой миске не видно, что он белый. Вот если на белый фон, то они зелененькие. Начинаем наполнять. Вот наши такие красивые получились корзиночки. Сейчас мы их еще украсим, как будто игрушки на елочках. Можно, вот у нас есть такие разноцветный шоколад. Можно украшать им. Да. И это те конфетки. И у нас еще есть конфетки. Skittles мы взяли. Вот Да. такие цветные. Тоже ими попробуем сейчас украсить. Ну давай, ложка. А ты эти это? Хочешь эту сторону украшать? А эту не хочешь? Вот у тебя же ведь есть. Я помогу. Эти конфетки, эти посыпки. Это конфетка, это посыпки. Это конфетка. Тебе тоже. Давай наверх поставим. Вот смотри, как звездочка. Оп. Мам, я сам. Ну давай сам. Мам, ты эти запомни. Хорошо. А, я сегодня Тяжелые. Крем нежный, но падает. Ну вот, в результате какая красота у нас получилась. Вот такие вот пирожные. Красивые. Вкусные. Сейчас я разрежу пироженку. Печенье очень нежное. Корзиночки. Нужно аккуратно, чтобы не сломать их. Вот. Вот такая красота. О. Красиво, вкусно. Да, сейчас попробуем. Точно вкусно, может, не вкусно. Нет, это очень вкусно. Кто любит такие корзиночки, честно сказать, я не знаю таких людей, которые не любят корзиночки. Делайте, пробуйте, это несложно, но очень вкусно. У кого большая семья, можно сделать в 2 раза больше, чем это сделала я. Это маленькая порция, конечно. Ну так, удачи вам всем в новом году. Пишите нам комментарии, ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго!